Всем привет, меня зовут Иван, это канал Юрганов Лайв. Друзья, в этом ролике буду дошиповывать резину, зимнюю резину, потому что она уже умерла. Сейчас я, скажем так, еще езжу на летней резине, без шипов, вот такой, в принципе, жирненький протектор. Но на улице зима. На улице уже вот такие лужи со льдом. А кое-где я вам покажу, что уже гололед. В каком плане? Земля мокрая, дождик прошел, и посмотрите, это лед, все это скользит. На летней резине опасно, очень опасно ездить. И у меня стал выбор: либо покупать новую резину, это порядка 50 тысяч рублей, но я такой суммой не обладаю, не владею, и я решил пойти по более хитрому пути, но не знаю, срастется или нет. В общем, старая моя резина, она достаточно плохая, а вот, скажем так, купить бэушную можно было. У меня был шанс купить за 15 тысяч 4 колеса, то есть полностью комплект, износ 10%. Шипы вроде как на месте, но дисков у меня таких не было. Они были на 18, вернее, у меня есть вот такие вот они, на 18 диски, но это каждую весну и каждую осень надо переобуваться, имеется в виду переставлять. Лето-зиму это минимум 2 рубля, поэтому я пошел по другому пути. Я в интернете заказал ремонтные шипы. Это вот такие штуки, шипы, посмотрите, с основанием 12 миллиметров, с твердосплавными вставками, которые касаются льда, не стираются, и пластиковой юбочкой расширяются в самом отверстии резины. Коробочку я заказал 500 штучек сразу на свой комплект за 2700 рублей. Вот такая коробочка. Но чтобы их поставить в резину, а резина она вот такая у меня достаточно жирная. В каком плане жирная? То есть протектор у нее прям идеально хороший. Для снега он само то, для жижи само то, а вот шипы, посмотрите, либо их совсем нету, либо они сломанные, вот сломанные, либо они шатаются. Посмотрите, как шатаются. То есть они свою функцию не выполняют, они уже просто развандалили. Нет, не скажу, что развандалили отверстие, но они не держат дорогу. Были пару моментов таких аварийных, когда я тормозил, АБС работает, а меня несет, прям несет вперед и все. В общем, как я понимаю, что здесь есть вставочка на самом шипе, она из алюминия, и вот когда дорогу солью посыпают, соль разъедает этот алюминий. Конечно, не за день, не за сезон, а за все время. И поэтому шипы болтаются. Итак, вот у меня есть такая резина, которую я хочу полностью зашиповать, дошиповать, ошиповать, как кому нравится. Полный комплект. Вот они, 4 колеса меня ждут. Везде ситуация на каждом колесе в шине примерно одинаковая. Сломан, шатается, сломан, 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 сломан. Есть, но шатается. В общем, надо дошиповывать. Чем же это сделать? Шипы я показал, и в интернете есть всякие разные дошипуны, даже ручные, имеется в виду, скажем так, самодельные. Но я пошел дальше. Я приобрел вот такой пистолет с инструкцией, марка РП-12. Уже прочитал заранее, как тут сказано, что, как, чего надо делать. И вот вам показываю. Очень удобный, скажем так, под руку, как обычный пистолет, и представляет из себя вот такую, в общем-то, конструкцию. Он пневматический, сразу идет вот с таким штуцером для быстросъемного подключения, соединения. И вот показываю особенность этого пистолета. Есть паз, в который вставляется шип перед ошиповкой. Вставляется так, как правильно, и не иначе. Посмотрите, опа, и туда он упал. Пистолет поднимаем, вращаем, и он на месте. И потом при срабатывании будет загонять шип
паз в отверстие зимней резины. Пистолет легко разбирается, потому что его надо будет разбирать в любом случае, то есть проводить обслуживание техническое. Все очень просто. Это выпал шип, который я вставлял ранее. Итак, откручивается. Все как там на картинке написано. Пневматический это толкатель, который будет толкать шип. Каким образом, посмотрите. Вот шип, да, и твердосплавная вставка как раз подходит вот сюда. И будет этот шток толкать шип внутрь паза отверстия шины. Вот. Это, конечно, будет работать при нажатии на курок. Ну, а это сам инструмент, который будет загонять. То есть вот эти губки, 3 штуки, под воздействием силы шип будет их раздвигать и тем самым раздвигать отверстие резину. И шип будет заходить в паз. Заходить в паз, и там останется за счет вот этой 12 миллиметровой, скажем так, полочки. В общем, ребята, сейчас буду пробовать, но сначала надо вытащить все старые шипы. Кстати, очень удобно, можно как хочешь повернуть эти отверстия для леворуких, для левшей, то есть левый он нажимает курок, правый вставляет шипы, ну или для праворуких, для правшей. Правой рукой нажимаем, левой вставляем в отверстие и вперед. А выковыривать шипы я буду вот таким инструментом, я думаю, у каждого есть. Это отвертка, в данном случае вот такая плоская, скажем так, уже не используется, при том, что она сломанная, но она не широкий шлиц у него. Это у меня немножко изогнутая, может даже и пригодится тоже. Потом плоскогубцы простые и бокорезы. Это я буду выковыривать, скажем так, целые шипы, которые торчат. Зацеплю и буду дергать. Вот таким набором инструментов. Вот такой шип длинненький. То есть, смотрите, его полностью разъело юбочку. Осталась, то есть, твердосплавная вставка и основание. Все. Поэтому он и шатается. Он даже вылетел, скажем так, без особых усилий. То же самое. Один к одному. Все они одинаковые. Вот это обломанный шип. Его обломило, и он остался весь грязный. Все это почищу потом, перед тем, как буду устанавливать новые шипы.
Колесо буквально за 15 минут опустошил, оставил без шипов. Все, что выковырил, это вот они здесь находятся. Еще осталось 3 колеса, и сейчас этим займусь. Посмотрите, сколько наковырял старых шипов. Не знаю, сколько их штук, но примерно я предполагаю, что, надеюсь, что не больше, чем 500. Потому что у меня всего лишь коробочка с 500 штуками. Надеюсь, что хватит. Если не хватит, то надо будет докупать. Правда, есть разные количества упаковки по 100 штук. Ну, я взял сразу на комплект полностью 500 штук. Вот старенькие, которые были. Вот посмотрите. Вот на таких гвоздях я и ездил. Готовлю раствор. Слабый мыльный раствор. Вода. Ой, промахнулся. Вода обычная и жидкое мыло возьму. Вот такая вещь получилась. А сейчас давайте посмотрим принцип работы молотка. Я уже сам молоток подсоединил к воздушной сети под давлением и что, нажимаю на курок. Так, срабатывает. А здесь что мы видим? Здорово. Кстати, производитель заявил, что на каждый шип расходуется 1 литр воздуха. В принципе, это приемлемо для разных компрессоров. Здорово. Ну что, давайте пробовать. Итак, начнем с мыльного раствора. Пистолет заряжаем шипом. Колесо я устойчиво поставил. Пробую первый раз. Вставляю. Не зашел. Смотрите, не зашел. Пробую еще раз. Может, сильнее надавить надо было? О! Хорошо. Так, второй. Замечательно. Ребята, так быстро это все делается. Еще один. Да, не загнал я его далеко, и вот сейчас я дотолкал его. Значит, надо сильнее прижимать. Еще пробую. Во, все, я нашел золотую середину, как надо давить. Заряжаем и шипуем. Отлично. Здорово. Мне нравится, ребята. Посмотрите, как получилось. В принципе, одинаково везде они сели на место. Даже если перекос какой-то есть, вот я здесь
вижу, есть небольшой перекос. Я надеюсь, когда я буду прикатывать шипы, это у меня будет первые 200 километров поездки, они встанут так, как им удобнее. Самое оптимальное такое положение. Вот этот вроде как глубоковато, этот чуть-чуть торчит. Надо приноровиться, и будет все здорово. Ребята, ну скорость шипования — это просто огонь. Пистолет, чудо. Сейчас дальше буду продолжать. Вот эту коробочку мне надо почти всю использовать, загнать в колеса, в шины, которые у меня приготовлены. Вон еще одно и здесь два. Так что, ребята, я приступаю и пошел шиповать. Ребята, все, одно колесо зашиповал. Ушло, наверное, минут 10, ну максимум 15. Немножко сложно в том плане, что надо каждый раз сильно давить. Ну, сложности небольшие есть. Кое-где хорошо заходит. Вот здесь хорошо зашло, здесь не очень, но все-таки я говорю, я надеюсь, что все оно прикатается и будет ровно. Самое интересное, что выглядят они как новая резина. Притом характерный звук, когда колеса по асфальту едут, шипы, послушайте. То есть шипы будут соприкасаться со льдом и цепляться за него. Так что я теперь скользить шибко не буду. Осталось еще 3 колеса зашиповать и буду переобуваться. Переобувать машину на зимнюю резину. Ребята, зашиповал все 4 колеса. Вот они у меня стоят. Из всей коробочки показываю. Жидкости у меня ушло, мыльного раствора. Вот целая такая бутылочка. Встречались моменты, где я проглядел старые шипы и не вытаскивал. Ну, я в процессе работы шиповки их
вытащил. Опять же, тоже отверточкой. Так, из всей коробочки у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 шипов. То есть на все колеса у меня ушло, получается, 480 шипов. На каждое колесо по 120. Все замечательно. То есть не коробочки на такой комплект. Маленький нюанс, который я в процессе работы обнаружил. Может, вам будет подсказкой на будущее при выборе шипа. Смысл какой? Чем ближе к середине протектора, тем отверстия под шипы, они, скажем так, короче. Ближе к краю они поглубже. Посмотрите, и шипы сели глубоко. Ну, похоже от того, что протектор с краю меньше стерся, чем по середине. Поэтому все шипы у меня в основном, смотрите, как в натяг, что ли, которые ближе к центру. Ну, я думаю, все это прикатается и ничего страшного. В общем, все. Теперь можно устанавливать на автомобиль и прикатывать. Установил колеса на авто. Если приглядеться, да, со стороны, то кажется, резина новая за счет того, что новые шипы, ремонтные шипы. Это вот так спереди, это вот сзади как выглядит. Прям все здорово. Я рад, доволен, потому что у меня теперь новая, можно так сказать, резина. И все это в преддверии того, что скоро ударят морозы. Вон снег уже второй раз выпал и не тает на траве. Вон дальше за машиной, посмотрите, и на земле уже лежит. То есть буквально через день-два будут морозы, и, соответственно, я вовремя переобул машину. Честно скажу, не знаю, насколько у меня это все будет удачно, насколько шипы у меня долго сохранятся в резине. Но в любом случае скажу так, я пистолетом доволен. А это не реклама, просто, что есть механические ручные, от дрели, там, шуруповертов, и вот пневматическими, раз-два, щелк, 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 и как семечки, вот эти шипы ремонтные, так называемые ремонтные, шипы залетают в места, где были старые шипы. В общем, всего лишь шипы, пистолет, слабый раствор, слабый мыльный раствор, и у вас резина будет как новая, вся с шипами. Вы не будете бояться ездить по льду. А это с вами был Иван, канал Юрганов Лайф, ролик про то, как я зашиповал свою старую резину зимнюю с поломанными шипами, их выковыривал, вставлял новые ремонтные шипы пневматическим пистолетом. На мой взгляд, получилось неплохо. Кстати, напишите в комментариях, уже вы так делали, то есть шиповали свою резину, может сами, может где-то, сколько это стоит. Кстати, да, наверное, неплохо построить бизнес на этом. То есть у меня есть пистолет. Если вам надо зашиповать резину в Томске, звоните, пишите в комментариях. Все, можно это сделать. Я не думаю, что у меня будет дороже, чем у остальных, но тем не менее, вы видели, как я это делаю. Аккуратно, четко, все честно, все открыто, все правдиво. Итак, ребята, напишите в комментариях, пробовали вы или нет, насколько у меня будет долго держаться эти шипы. Кстати, да, я сейчас 200 километров, наверное, покатаюсь просто без резких ускорений, без резких нажатий на тормоз, чтобы у меня шипы прикатались. Это самое главное условие. Иначе, если просто сразу начинать газовать или резко тормозить, хоть даже заводские шипы, хоть даже, скажем так, вы сами там какие-то золотые прикручивали, они все равно будут вылетать. Поэтому надо прикатывать. Пишите, ребята, звоните, дошипуем, недорого. Канал Юрганов Лайф, Иван. Я с вами прощаюсь. Да, кстати, где-то, наверное, недельки через 2-3 после того, как я поезжу на этих шипах, я, наверное, сделаю короткий отчет о том, сколько вылетело шипов или не вылетело, как держит дорогу, как и на льду, как по шумности, как, ну, по всяким параметрам. Так что следите, подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Я с вами Иван, прощаюсь, до новой встречи, говорю вам пока!